Кровля должна быть надежной, крепкой и очень прочной. Ветер, осадки, перед разрушающей силой природы сложно устоять. Именно поэтому кровля должна быть сделана из нужных материалов и по современным технологиям. Чтобы достичь результата, придется свернуть горы. Туда заряжается взрывчатка, производится взрыв, то есть первичное рыхление производится взрывом. Пройти сквозь огонь и воду. Температура печи примерно 1000 градусов. Битумная кровля или гибкая черепица. Что лучше? Могут ли горючие нефтепродукты стать пожаробезопасными? Как хрупкое стекло превратить в прочнейшую основу кровельного композита? Мы готовы открыть секреты изготовления высокотехнологичного кровельного материала гибкой черепицы от Технониколь. Основными элементами гибкой черепицы являются стеклохолст, битум и защитный внешний слой – базальтовые гранулы. Это покрытие обеспечивает черепице защиту от суровых условий внешней среды, а значит долговечность. Только на первый взгляд кажется, что все просто. В этом материале собраны результаты применения самых современных технологий. Над ним работают десятки высокоточных машин и механизмов, и все ради одного – идеальной кровли. Климат в России суровый. Дождь, снег и град – обычное дело. Первый удар стихии принимает на себя верхний слой черепицы, от стойкости которого зависит надежность всей кровли. Производители используют разные гранулы для покрытия верхнего слоя гибкой черепицы. Хорошо справляется с защитой базальт, одна из самых крепких и долговечных горных пород на Земле, застывшая магма, извергнутая вулканами. Чаще всего базальт встречается на дне океанов, ими покрыты и огромные траповые поля, в том числе плато Утаран. Однако не все разновидности базальтов из-за высокого содержания вулканического стекла пригодны для производства кровельных гранул. Мы специально считали, вот на Южном Урале сосредоточено где-то около 170 формаций в ранге свит и подсвит, где есть вулканогенные и магматогенные породы основного и среднего состава. Но когда мы стали разбираться, из этих массивов остались буквально единичные тела, которые реально пригодны для этого производства. Для формирования защитного слоя кровли лучше использовать такие породы базальтовой группы, как диабазы, порфириты или микрогабра. В России крупные залежи этих горных пород расположены на Южном Урале. Далеко не всякая горная порода подойдет для производства кровельных гранул. Она должна обладать целым рядом свойств, довольно жестких свойств. Это прежде всего она должна быть непрозрачная для ультрафиолета, для света. Во-вторых, она должна давать щебень частички кубовидной формы. В-третьих, она должна быть пористой, но в меру, определенная степень пористости. В-четвертых, она не должна содержать минералы, которые активно окисляются. Это андезитно-базальтовый порфирит, который у нас в руках абзаковского месторождения, вот он отвечает. Это месторождение разрабатывается с 80-х годов прошлого века. Добывается базальт карьерным способом. По прочности эта порода превосходит даже гранит, поэтому первыми в дело вступают взрывотехники. Крупные камни направляются на первичное измельчение в специальный агрегат – щековую дробилку. Две большие металлические пластины щеки дробят камни. Эксцентричный вал, соединенный с подвижной пластиной, вращаясь, обеспечивает возвратно-поступательные движения. Закаленный металл щек перемалывает куски базальта в щебень размером от 4 до 7 сантиметров. Подсчитанный запас, если мне память не изменяет, 280 миллионов где-то. Если использовать только для кровельной посыпки, то на сотни лет месторождения хватит. Измельченные камни направляются на сортировку. Выполняет эту работу специальный аппарат «Грохот». Он состоит из нескольких сеток с ячейками различного размера, расположенными друг над другом. Крупные камни отделяются и снова отправляются в дробилку, пока порода не измельчится до размера от 2 до 4 сантиметров. И только тогда базальтовая крошка отправляется на завод для изготовления кровельных гранул. Такая фракция примерно уходит на завод. Для производства кровельных гранул нужны частички размером где-то от 0,6 мм до 2 мм. То есть эту породу еще получая отсюда щебень, еще необходимо подвергать дополнительной переработке с получением нужной фракции. Завод по производству и окрашиванию базальтовых гранул для черепицы расположен на Южном Урале, вблизи города Учалы. Работы по измельчению базальта продолжаются до тех пор, пока не будет получена целевая фракция.
Каждый камешек должен быть не крупнее 2 мм и иметь кубическую форму, иначе ему тяжело будет удержаться в битумной основе. Есть несколько фракций строго определенного количества, которые из себя представляют сбалансированную смесь, способную закрыть поверхность плотно, без прогрессии. На каждом этапе строжайший контроль качества. Требования к базальтовой крошке очень высокие. Мы должны иметь ту смесь, которая даст нам плотный покров, который закроет битум от воздействия ультрафиолетовых лучей. Для покраски разогретую смесь загружают во вращающийся барабан, в котором базальт смешивается с красителем на минеральной основе. Мы применяем оксиды металлов в качестве пигментов, которые не подвержены изменению под действием ультрафиолетового излучения либо каких-нибудь других погодных изменений. Для закрепления краски на гранулах базальтовая крошка обжигается в специальной вращающейся печи. Температура печи примерно 1000 градусов. Только такая температура может обеспечить действительно по-настоящему качественные керамические гранулы. После печи гранулы остывают во вращающемся холодильнике. Полимерное покрытие по свойству и структуре, близкое к латексу, обеспечивает адгезию с битумом и добавляет базальту водоотталкивающих свойств. Оно наносится очень тонким слоем. Толщина слоя всего 1 молекула. Это готовые гранулы. Обратите внимание на блеск. Это полимерный состав, который позволит гранулам удерживаться на гибкой черепице долгое время. Ограничений по цвету материала не существует, а значит, производитель может создать любой цвет гибкой черепицы. Например, в Европе традиционно популярна коричневая черепица, а в Китае предпочитают красную и зеленую. Создание верхнего слоя гибкой черепицы – это лишь часть процесса создания идеального кровельного материала от Технониколь. Готовая кровельная посыпка отправится на завод в Рязани, где станет важным участником процесса создания идеального кровельного материала. В следующей части мы расскажем, как создается основа гибкой черепицы от Технониколь, стеклохолст и битумный гидроизоляционный слой.